Приветствую, ребят! Вы на канале Юра. Сегодня речь пойдет о стоимости содержания владения старым немцем. Потому что мне пишут некоторые подписчики: Рома, а вот сколько ты потратил на обслуживание, сколько вообще машина съедает денег? И я подумал, что, возможно, кому-то это будет интересно, актуально, потому что в последнее время мне больше А4 B7 кузовом и B6 Passat все так больше и больше на глаза попадается. Видимо, для многих это компромиссный вариант, либо нравятся людям эти машины, поэтому я решил снять это видео на примере своем, сколько я потратил на обслуживание и содержание автомобилей. В последнее время я больше катаюсь на Audi, поэтому начнем с нее. Я писал в своей телеге по зимней эксплуатации, что вылезло. Кстати, подписывайтесь на мою телегу, там вся свежая эксклюзивная информация. Также подписывайтесь на мой второй лайв-канал. Там больше будет осмотров, подборов, вот таких тематических видео. И я заменил нижний рычаг с левой стороны, левый наружный ширус, рычаг 90 рублей, ширус 100 рублей, 190, но это меньше 60 долларов. По курсу можете перевести на свою валюту, на свои деньги. Также недавно я заметил то, что под машиной образовалась такая небольшая лужа. Но в результате, короче, понял, что это подтекала жидкость гидроусилителя, жидкость ГУРа. В результате руль не закусывала, не было ни воя, ни стука, ни каких-то... Короче, все, машина ведет себя нормально. Никаких претензий, нареканий. Единственное, вот такие вот лужицы я заметил в течение 2-3 дней. Заметил, что начала течь рулевая рейка у меня. Видно, но я уже созвонился, договорился, погоню машину в ремонт. Пара капель падала, но никаких вибраций, каких-то посторонних шумов, скрежетов, закусываний, такого ничего нету. Но вот есть течь. Вот под машиной была лужа. Ну что, будем устранять. Все хорошо будет, все нормально. Рейки на такую машину стоят 180, 200, 163 доллара. Там из Италии приезжает, там только приехал 5 июня, сегодня 6 июня, а вчера, кстати, было объявление свежее из Италии. Там, по-моему, 580 чем-то рублей, там получается 183 доллара. Но неизвестно там, сколько она отходит, насколько ее хватит. Загнал автомобиль на СТО. В результате, короче, мне дали гарантию, забегая заранее. Машину сделали, рейка живая, корпус живой, все хорошо, течу устранили, дали мне гарантию. И, блин, как вести, гнать машину на СТО, никаких течей, ничего, никаких проблем. Ну, пригнал машину. Да нормально в нем, блин. Сволочь. То течет, то не течет, хрен его поймешь. Ну, сейчас сделаем, все будет. Короче, сделали плановое, внеплановое, вернее, хирургическое вмешательство, устранили наперед. Рейка оказалась живая, все хорошо, но тем не менее течи это ненормально. И в, короче, неподходящий момент это может подвести. Это сразу такие вещи нужно устранять, потому что можно рассказывать про турбины, про все остальное, но рулевая рейка и ходовая это ваша жизнь, это ваша безопасность. Поэтому здесь шутить не стоит, да? Ну что, забрал аудюху, ну, блин, руль уже помягче стал. Корпус живой, рейка живая, все зашибись. Течь устранили, руль стал еще полегче. Приятно ехать, как на Passat электроусилитель. Хотя большинство людей ездило бы дальше и сказали бы, да все нормально, зачем нафига. И пригнал сюда, проехал 40 километров, жидкость не ушла никуда. Столько же, как выезжал. Короче, хрен ее поймешь. Подтекает, чуть-чуть не подтекает. Либо когда до конца руль поворачиваешь, тогда уже что-то там вытечет. Отдали мы где-то 153 доллара или 160 долларов по курсу за это все. Ее сняли, прессовали, все разобрали, собрали назад, течи устранены, все. Ну, вот и результат заметен. Дали гарантию, так что катаемся дальше. Если уже рейку закусывает, ну, в привычном понимании людей, то это будет дороже. Уже за 200 долларов вы дадите. Примерно такой ценник. На запчасти я сказал. По B6, в прошлом видео по сезонным затратам на B6 я говорил, что собираюсь менять компрессор. Кому интересно, можете посмотреть, плейлист я оставлю. Да, я поменял компрессор-кондиционер, только вышло чуть дороже, чем я говорил. По курсу
сразу скажу, где-то вышло 130-140 долларов, потому что, да, компрессор стоил 280 белорусских рублей, плюс его заправить, 60-80 рублей примерно у нас все это стоит. Плюс также нужно было заменить пару прокладок, потому что есть утечка фреона. Все равно от возраста, от пробега какие-то резинки, прокладки задубели, идет утечка. Ребята, которые меняли те прокладки, мне вот показывали видео и фотки, где соплило. Там около датчика, ну, блин, уже сам не помню, честно говоря. Вот показали, читались, они молодцы, и хвалят, к ним и поехал. В общем, вышло дороже с этими прокладками, цену на эти прокладки, на эти материалы. Поэтому компрессор, как работал раньше, работает уже лучше, потому что мой уже помирал немного, он пытался что-то делать, особенно на ходу. Этот работает потрясающе, через примерно 7-8 секунд уже дует на полную. И самое главное, что утечки устранили, все хорошо, все работает, наслаждаюсь. Также я решил не тянуть и заменить почти всю ходовую автомобиля, потому что машина куплена в октябре 2017 года. За это время я поменял только один раз сальные блоки передних рычагов, рулевые наконечники и вот недавно этой зимой стойки стабилизатора. Сзади 2 сальных блока и 1 стойку стабилизатора. Больше не менялось ничего. Поэтому заменил задние сайлент-блоки передних рычагов. Они быстрее всего выходят из строя, основной удар идет на них. Передние живые, передние не меняли, потому что они дешевые и долго ходят. Все нормально. Наездил я за это время почти 60 тысяч километров. А ходовая неизвестно до меня, когда менялась. Поэтому с моим стилем езды это очень хороший результат. У более спокойного, адекватного водителя это примерно уже 1075 будет пробега. Поэтому заменили рулевые наконечники, шаровые опоры, задние сальные блоки передних рычагов, все 4 амортизатора с пыльниками, отбойниками и опорами. Затем сзади все рычаги, кроме рычагов, в которых устанавливаются пружины. Там поменяют только сальные блоки. Сзади стойки стабилизатора. Спереди левый наружный шурус еще начал щелкать, его заменили. Заменили также колодки, потому что тормоза отличные, диски новые. Но передние колодки были дешменские, и на ямах они постукивали, уже звон от суппортов шел. Но тормозили прекрасно, но заменили на колодки. Сейчас приятно ехать по ямам, по неровности, никакого постороннего шума, стука нету. Ну, вроде бы и все. Вроде все я учел, ничего не забыл. Поэтому вся ходовая, ну почти вся, все, что я назвал. Пружины я не менял, потому что я рассказывал в прошлых видео, то, что по плохим дорогам я сломал 2 пружины и поменял все 4. И пружины здесь хорошие, поэтому они не менялись. На эти все запчасти ушло 1360 белорусских рублей. По курсу это где-то 420-430 долларов. Кто-то спросит, смысл этого видео. Смысл прост. Если вы собираетесь покупать Passat, либо его конкурента, там тот же Ford Mondeo, ну, автомобиль C-D класса с похожими подвесками, хотя рулевая рейка без разницы, какой у вас автомобиль, такса примерно одинаковая. По рычагам я не буду назвать никакие бренды, никого не рекламирую. По рычагам примерно, если средний ценник взять, на его конкурентных столько же это все будет стоить. Он, либо его конкуренты, неважно примерно. Если C5, там гидропневмась, Citroёn, ну, сферы тоже можно найти, может, чуть-чуть дороже, но примерно тоже те же самые суммы будут. Сравним посадку до и после. Сейчас до ремонта. Визуально даже сравнить состояние ходовой. А сейчас видео после. Прекрасно видно, что задняя часть намного выше стала, перед чуть выше стал. Ну, клиренс тот же, мне нравится. По городу все отлично. Ну, конечно, совсем другие ощущения от машины уже. Так, не помню ли сказал, заменили задние стойки стабилизатора и втулки стабилизатора. Так как менял передние колодки, сразу же поменяли всю тормозную жидкость в автомобиле. По Mitsubishi решил все-таки я вот поменять тормозные диски и колодки передние, так как тормоза нормальные, все хорошо с машиной, но так как я, ну, стиль езды у меня немного более нервный, и в большинстве я постоянно на нем ездил, на нем новые диски, новые колодки, все хорошо, тормоза идеальные, и я привык к ним,
то садиться мне в Audi и в Mitsubishi достаточно уже, скажем так, неуверенно я себя чувствую после этих тормозов. Там тормоза хорошие, для 90% автомобилистов идеальные. Машины сами проходят техосмотр, все замечательно, никаких проблем. Но для меня после новых тормозов, я привык к новым тормозам и к их, скажем так, избыточному запасу, сверхзапасу. Что по Митсубану? Поменял передние диски и колодки. На все про все 282 рубля. Передние диски и колодки. Потому что передние уже были, мягко говоря, не очень. Вы мне писали, почему диски разные. Теперь одинаковые. Лето везде поставил, диски приехали, все. Теперь диски, шины одинаковые. Все, Митсубан на лете, все отлично. Поэтому я немного себя неуверенно чувствую. Поэтому все-таки задние тормоза и диски и колодки нормальные, а спереди больше были изношены. Все же я у Митсубана решил поменять. Поэтому по Митсубану только диски и колодки и масло заменил, больше ничего. По затратам. И, кстати, диски и колодки там проще менять, чем у немцев. Так, немного попроще японцы придумали эту систему. И на Audi A4, я думаю, тоже заменю все-таки в перспективе все тормоза по кругу, потому что, ну, блин, люблю я чувствую себя уверенно в этом отношении всегда. Поэтому, покупая, неважно какой автомобиль в D-классе, за примерные такие вот ценники уже там 7-8 тысяч долларов, либо там Гольф какой-нибудь, неважно, его конкуренты там классом ниже автомобили, там Шкоду Супер, примерно вы уже можете понимать, сколько будет стоить там ходовая, но не вся, плюс еще если пружины, 500 долларов ходовую отдадите. Рулевую по-любому нужно делать там. Проблемы двигателя каких-нибудь я уже не выделяю, потому что у каждого двигателя, у каждого бренда свои какие-то проблемы. Турбина на эту машину стоит, кстати, 200 долларов. Старая в зачет, новая выдается 200 долларов, ну плюс еще за замену. Так что на Audi примерно то же самое. 200 долларов стоит сюда турбина новая. Кстати, еще к общему прайс-листу. Вот тоже интересовался такими ценами. Маховики примерно 100-120 долларов. Те, кто разбитые, люфтят, еще дешевле, но эти уже не учитываем. 30-30 белорусских рублей. Это где-то 104-105 долларов получается по курсу. Турбина 200, маховик 100. Ходовую назвал. Рулевая рейка по-любому с какой машиной примерно не приедет. Такой же ценник за все машины этих годов примерно все получается. Так что в это и есть, скажем, ответ на вопрос, сколько будет это примерно стоить обслуживание. То есть, покупая автомобиль за 7-8, вы можете рассчитывать, если вам это все придется менять, на какую сумму вы попадете. Или сколько нужно сторговать у пока еще настоящего владельца. Или он останется настоящим, если вы передумаете покупать автомобиль. Чуть больше 400 долларов стоит по запчастям вся ходовая B6. Ну, почти вся. И хватает такой ходовой на 3-4 года. То есть все приемлемо и нормально по цене. Насчет Audi. Машина уже 1,5 года во владении. Я снимал год владения, было такое видео. Вот поменял, как я уже сказал, шурус, рычаг нижний. Ну и провели ревизию рулевой рейки. ГРМ был заменен, как я уже рассказывал. Форсы тоже было видео, я показывал, льют хорошо, все с машиной отлично, кузов мы сделали, все видео-то были, можете посмотреть. Поэтому машина радует, наслаждаюсь. Проект состоялся, и он реально состоялся. Я боялся, что, может, потрачу больше, и, скажем так, машина потеряет свою рентабельность. Но по ценнику, по затратам, по обслуживанию, по времени владения уже машина состоялась. Реально, я не превысил ту сумму, которая была крайней, выше которой я уже не хотел прыгать, потому что не было бы никакого смысла. Я уложился в эту сумму, и реально машина радует, все классно. Недавно я на ней покатался, и, конечно же, в моем личном автопарке это, конечно, самая комфортная машина, потому что проездил, ну, примерно 600 километров за день на ней. Кондей, мандей, все хорошо. Компрессор, видимо, был заменен, потому что дует он потрясающий. Загонял его на заправку, еще был фреон, не полностью пустая была система. И на дальняк самая комфортная машина, потому что B6 немножко уступает. Но хотя посмотрим сейчас, как будет вести себя на новой ходовой.
Но все равно многорычажка спереди и сзади, это по-любому преимущество перед Passat B6 и моим Mitsubishi ASX. Кому интересно, Mitsubishi тоже есть на канале, ссылки оставлю. А на этом пока все. Вот такие суммы, ребят. Я специально не называл суммы по ремонту, сколько это будет стоить, потому что кто-то будет делать сам, кому-то поможет друг, кто-то погонит к Васе в гараж, кто-то на официальное СТО. Поэтому цены примерно на запчасти одинаковые, потому что интернет-магазины многие есть, не буду называть их название, не буду делать никому рекламу. Также бренды я не называю, потому что, опять же, не собирать никому делать рекламу. Цены примерно одинаковые. Единственное, для примера, чтобы вам тоже было интересно и повод задуматься, это у меня был обзор на B5 Passat рестовый, но не про этот Passat сейчас идет речь. Для примера, два Passat у меня есть знакомые. Один поменял якобы оригиналом всю переднюю ходовую. Передняя ходовая похожа, как в моей Audi A4. Единственное, сзади балка, а здесь многорычажка в Audi. По сути, балка H-образная. Один поменял патроновским по гарантии. Все патроновское спереди поставил. Другой якобы оригинал. Патрон наездил 3 года, тот наездил 3,5 года. Пробег примерно одинаковый. А сумма по ремонту отличается в 2,5, а то и в 3 раза почти сейчас. Именно на данный момент. И, кстати, кто любит комментировать видосы, смотрите, пожалуйста, дату публикации. Я не знаю, когда вы будете смотреть, цены меняются. Это цены реальные на середину июня 2024 года. Поэтому, что изменится, что подешевеет, что подорожает, я не знаю. Это цены на данный момент. Спасибо большое за внимание. Ставьте лайки, делайте репосты, расскажите о нас друзьям. Счастливо! Это вам не это.